Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это свежий выпуск новостей из мира страйкбола за прошлую неделю. На прошлой неделе в США прошла большая оружейная выставка SHOT Show 2019, на которой в том числе были показаны продукты из мира Airsoft. Так что в основном новости будут про новинки с этой выставки. Итак, давайте разбираться, что нового и интересного для нашего с вами хобби было показано на выставке SHOT Show 2019. По моим личным наблюдениям, активнее всего о своих новинках с выставки в соцсетях рассказывали ребята из PTS Syndicate. Во-первых, они показали готовую версию коротыша Kar-15 N23 AEG, о котором я говорил в прошлом выпуске. Кто только не успел сделать фото с этим приводом, начиная от создателя огнестрельного прототипа, заканчивая Трэвисом Хейли. Во-вторых, они показали шлем Flux, созданный в коллаборации с компанией M-Tech. В-третьих, PTS совместно с компанией Odin Innovation, известной по очень крутому быстрому лоудеру, сделали новые механические магазины для М4 серии с простым названием EPM. Емкость механического магазина аж 200 шаров. В качестве фишек можно отметить индикатор, позволяющий понять, сколько примерно шаров в магазине осталось, и ударопрочную конструкцию. Многие иностранные игроки, побывавшие на стенде PTS, говорят, что магазины просто огонь. Компания Z-Shoot на основе внутренности лоудера от Odin Innovation сделали свой вариант быстрого лоудера, который позволяет заряжать магазины прямо из бутылки с шарами. Пользователи нашей группы ВКонтакте тут же отметили, что вместо бутылки можно использовать кисет из ткани с горлышком от бутылки. Не знаем, насколько это будет удобнее стандартного лоудера от Odin, но идея имеет право на жизнь. Вы, наверное, заметили, что в последнее время просто какая-то мания на производство CQB коротышей и пистолет-пулеметов. Буквально перед SHOT Show КВА сделали анонс своих новых CQB автоматов Tekken TK-45. И народ на стенде КВА ожидал увидеть именно их в качестве новинки. Но помимо серии Tekken, КВА показали еще одну линейку. Один из приводов новой линейки называется QRF Mod 1. Подробностей пока нет, но выглядят они очень необычно. Как и ожидалось, Sig Sauer показали страйкбольные версии CO2 пистолетов собственного производства. Подтвердилась информация, что это все-таки не ВЕ. Однако, судя по наклейкам, производство располагается тоже на Тайване. Помимо пистолетов был показан карабин Proforce MSX Virtus. Подробностей пока тоже нет. ASG показали лицензионную версию страйкбольного CO2 пистолета CZ Shadow 2. По имеющейся информации, он очень точно копирует огнестрельный прототип. Информации о внутренностях пистолета пока нет, но мы предполагаем, что скорее всего они аналогичны стандартной версии CZ75 Shadow. GNG в очередной раз подтвердили звание одного из самых странных производителей страйкбольного оружия. Хотя, насколько я знаю, их название вроде как и переводится дословно как «очень странные ребята». Во-первых, они показали вот это. Сейчас, наверное, где-то заплакал один разработчик ПП «Витязь». Называется это чудо PRK-9 и представляет из себя некую смесь АК бета-спецназ от Tokyo Marui в тактическом обвесе и что-то с магазинами под патрон а-ля 9 мм. Если вас не смущает странный внешний вид, то скорее всего в этом коротыше найдутся и свои плюсы. Например, он дико компактный и наверняка мало весит. Вероятно также, что у него есть электронный спуск. Вторым странным продуктом можно назвать новые магазины с кодовым названием ADAM, что расшифровывается как Autodrop Advanced Magazine, то есть самосбрасывающиеся магазины. В этих магазинах реализован механизм, который автоматом сбрасывает магазин, если в нем кончились шары. С помощью переключателя автосброс можно отключить. Возможно, такая фича найдет свое применение в каком-нибудь соревновательном направлении страйкбола, хотя тоже очень спорно. Будет ли механизм автосброса работать на любых приводах, пока не ясно. Но точно известно, что этот функционал работает на новом страйкбольном карабине BA-MF, который, кстати, имеет все лицензии Cobalt Kinetics. Еще на стенде висели очень странные CQB-М-ки с магазинами как у SR-25.
Очень странно, пожалуй, на этом с новостями с выставки можно и закончить. Остальные новинки производители, наверное, припасли для выставки IWA 2019, которая в начале марта пройдет в Германии и на которую мы точно едем. А это значит, что в режиме онлайн будем оперативно делиться с вами новостями. Кстати, можете написать новости, от какого производителя вам интереснее всего. Именно на их стенд мы и пойдем в первую очередь. На третий день IWA запланировано международное совещание представителей индустрии Airsoft Meetup, в рамках которого традиционно проходит церемония награждения победителей международного голосования Airsoft Player Choice Awards, в котором мы активно принимаем участие и благодаря вам прошли в финал. До 4 февраля идет финальное голосование, по результатам которого будут определены победители. Если вы все еще не успели поддержать номинантов из России, успевайте, ссылка есть в описании. Российский производитель пиротехники Tagin продолжает удивлять. Во-первых, они показали пластиковые элементы нового выстрела ВОК-25. Скорее всего, это и есть новый выстрел на вышибном заряде. По крайней мере, конструкция на это сильно намекает. Еще Tagin сообщили, что готовят линейку продуктов, предназначенных для применения в зданиях. Дело в том, что во многих странах запрещена пиротехника, которая создает шум громче 110 дБ. Из-за этого привычная нам пиротехника там запрещена. Совместно с Муромским приборостроительным заводом Tagin разработали новый тихий пироэлемент, которым и будет оснащена новая индор-линейка. В России новая линейка будет тестироваться в московском клубе «Партизан», и скорее всего уже на Страйконе мы узнаем какие-нибудь подробности. Кстати, если вы вдруг пропустили, то Страйкон будет уже в эту субботу, то есть 2 февраля 2019 года. Место проведения Москва, выставочный центр «Сокольники», павильон 7А. Так как я вхожу в состав жюри, у меня есть некоторая информация про кубок Страйкона. Буквально сегодня жюри были переданы списки участников, прошедших финал, чтобы жюри смогли внимательно просмотреть все работы и отдать свои голоса. По результатам голосования жюри будут определены по 5 номинантов в каждой категории, среди которых есть и победитель. Список из 5 номинантов, точнее списки, будут опубликованы в группе Страйкона. А вот кто из них победитель, организаторы раскроют только уже на самом мероприятии. Российский производитель ВВД-систем HPA System решил весьма изобретательным способом поблагодарить некоторых своих заказчиков, которые так или иначе принимали участие в разработке системы, придумывали мемы, придумывали различные крылатые фразы и помогали любыми другими способами. На защитных рамках Proteus 3 были нанесены уникальные фразы, которые так или иначе связаны с конкретными заказчиками. По слухам, существует планка с надписью Avada Kedavra, которая будет установлена на пулемет с Proteus 3. Classic Army анонсировали лимитированную партию АЕК-версии ХК-21. Обещают выпустить всего 400 единиц. Цевье фрезерованное, короб стальной штампованный. Внутри стоит гирбокс второй версии с электронным спуском. Ценник обещают примерно $1500 за штуку. Но очень маловероятно, что эти пулеметы вообще успеют доехать до России. В магазине страйкбольной пиротехники Бабахи большое поступление продукции от Tagin. В наличии есть практически весь ассортимент, в том числе новые гранаты TAG-19. Ссылка на магазин в описании. Из интересных находок на AliExpress могу отметить только беспроводную кнопку для фонаря с тыльником фонаря, которую нашли наши подписчики. Если вас вконец заканали провода на цевье, такое решение вполне может оказаться полезным. Ссылка в описании. Блиц новостей. В каталоге компании Wusport появились быстрые подсумки для магазинов от снайперских винтовок L96A1, M82A1 и других магазинов подобного формата. Релиз CO2 версии SR5 с остальным штампованным ресивером от SRC состоится уже этой весной. Релиз Tokyo Marui Next Generation AEK MK18 Mod 1 состоится 13 февраля 2019 года. Релиз ХК-416 А5 AEK от VFC состоится уже 29 января 2019 года, то есть завтра. В каталоге компании Emerson появились ветровки для повседневного ношения в расцветках Multicam и Multicam Alpine. Bulgir Customs продемонстрировали начинку для бубнов для РПК-74 от СИМа и LCT. Емкость бубна после переделки 4300 шаров. Как всегда, предлагаю обсуждать новости в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх и, самое главное, оставаться на связи, чтобы не пропускать новые выпуски. До скорого!